Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Почему же она из-за вас страдает? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Я вас благодарю за ваши комментарии. Продолжайте, конечно же, писать их побольше для продвижения канала. Всегда очень интересно читать ваши истории. Итак, смотрим. Сигнификация. В каких энергиях вы находитесь? Вот знаете, я не могу сказать, что в вашей жизни очень много позитива и радостных моментов. Здесь опять же учитываем, что общий расклад, поэтому постараюсь описать разные ситуации. Здесь могут проигрываться, начиная от безденежья, от каких-то финансовых проблем, да, это может быть задержка зарплаты, это сокращение на работе, может быть, это уменьшение зарплаты, ну то есть финансовые проблемы. Также сюда можно отнести, что вы, поскольку вы человек такой, который живет больше для других, чем для себя, вы денег, ну, особо у себя не задерживаете. Ну, вернее, они у вас не задерживаются, если правильно. Здесь может быть, что вы, возможно, покупали, делали большие покупки, кто-то детям дает, да, кто-то родителям помогает. Ну, то есть финансовые такие моменты могут проигрываться, не очень хорошее, нестабильное финансовое положение. Далее. Я бы не сказала, что у вас сейчас, ну и не только сейчас, а скорее вот, ну, последнее время, да, у каждого это будет, конечно же, свой период. Но больше грусти, грусти вообще и в мыслях, и в глазах больше грусти, да. Нет того драйва, нет того азарта, который был у вас раньше. Вы на самом деле, вот вы довольно часто, да, если вы заметили, кто смотрит мой канал постоянно, вы часто выпадаете именно таким вот королем жезлов. Это очень активный, это страстный мужчина, да, целеустремленный, который постоянно в движении, который куда-то мчит, что-то делает. Но тем не менее, несмотря на такой вот ваш природный азарт, я не вижу какой-то охоты, да, вот именно желания чего-то, что-то делать, да. Нет желания не знакомиться. Вот женщин я не вижу, вот абсолютно, от слова совсем. Понятное дело, что в окружении вашем, конечно же, они есть. Но я не вижу активных действий в сторону женщин. Я не вижу особого желания вообще что-то делать. Вот даже если раньше вы, может быть, даже на работе, кстати, раньше вы делали что-то в охотку, да, с удовольствием работали, с удовольствием там, допустим, по дому что-то делали. Ну, то есть постоянно какой-то драйв, азарт. Вам было интересно жить, да, у вас был мотиватор, стимуляция была, да, вот это была ваша женщина. Вот как раз женщина для вас и есть, это тот самый мотиватор, стимулятор, как угодно называйте. Без нее как-то вот жизнь меркнет. Поэтому у вас и выпала вот первая карта, это состояние грусти, печали, когда ничего не хочется, да, вот вы живете как по инерции, вот по накатанной, это может быть дом, работа, это могут быть даже с друзьями, допустим, посиделки, иногда вы позволяете себе выбраться, и то вы себя там чуть ли не за шкирку вытаскиваете, чтобы как-то развлечься, чтобы, ну, от грусти не сойти с ума в таком плане. И то, я вам скажу, вас особо не радуют даже эти посиделки с друзьями, либо какие-то вылазки, да, у кого как проиграется. Здесь такой момент, знаете, который, ну, как будто вот застопорилось, вот время как будто у вас остановилось. Никаких особо таких событий выдающихся не происходит в вашей жизни. Я не могу сказать, что вообще какой-то огонек у вас в душе сейчас вот пылает, абсолютно, да, такой затихший, скорее потухший огонек, который когда-то горел у вас внутри. Далее, что еще о вас можно сказать? Вы очень сильно любите постоянство, вы очень постоянный человек. Причем это касается абсолютно всего, абсолютно всех сфер жизни. Вы также человек, не терпящий вранья. В вашей жизни была, вот по дьяволу, да, была измена, скорее всего, это вранье, предательство.
Также было очень много лжи. Эта ложь может касаться не только вот внутрисемейных каких-то, таких вот отношений, которые были между вами и женщиной. Это не только здесь вранье, но вообще было по жизни. Вот по жизни как-то, знаете, то ли вы так слишком по наивности позволяете многим садиться себе на шею, но очень много вранья, очень много манипуляций было в вашей жизни. И сейчас, знаете, у вас с одной стороны какая-то вот грусть, нет того азарта, но с другой стороны вам хочется начать какой-то вот совершенно новый жизненный этап. Да, пусть это будет без женщин, да, это будет все с нуля практически, да, потому что, в свое время у вас пошла жизнь наперекосяк. Почему говорю в свое время? Потому что у каждого это свои сроки. У каждого будет проигрываться по-разному. Кто-то, может быть, год назад разошелся, да, кто-то 5 лет назад. Но вот все равно я не вижу этого драйва, даже если вы давно разошлись. Вы стали другим. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Абсолютно другим стали. Женщины, знаете, я не могу сказать, что особо как-то вот вы стремитесь познакомиться. Скорее вот реально вы живете по инерции. Познакомлюсь, так познакомлюсь. Нет, так нет. Особой тяги я не вижу абсолютно. Вот чуть подальше, туда попозже, да, через какой-то период, я думаю, немножко вы духом воспрянете. Немного поменяется ваша жизнь, станет более активной, да, вот с чем это будет связано, давайте-ка уточним. Мы не будем сейчас разбирать слишком глубоко. Единственное, я вам скажу, что это будет появление новой женщины в вашей жизни. Поэтому у вас и поменяется вот ваша жизнь, да, вы немножко воспрянете духом. Тем более, видите, женщины, вот поскольку у вас много, да, вот выпадают 2 женщины. У кого-то это может быть даже брюнетка, да, может показать. У кого-то это может быть шатенка, либо же рыжеволосая, а у кого-то реально может быть выбор из 2 женщин. То есть, поскольку общий расклад, да, вот вы под себя вот переворачиваете и запоминайте, в принципе, в любом случае без женщины вы не останетесь. То есть, как раз вот новая женщина, которая войдет в вашу жизнь, кстати, карта брака выпала, возможен даже брак с новой женщиной. Но сегодня не об этом. Сегодня будет немножко другая история. Смотрите, у тех из вас, у кого я вижу романчики, да, периодически проскакивают, особенно это касается мужчин, которые, может быть так, до 30, до 35, да, слишком не увлекайтесь, потому что это будут, абсолютно такие легкие отношения, абсолютно несерьезные, но здесь есть вероятность, что вы можете влюбиться в вот эту женщину, с которой вам казалось бы, это всего лишь роман, да, вот это временная такая подружка, это такая служба спасения 911, знаете, как вот есть всем известная служба спасения. Поэтому особо в душу не впускайте, потому что здесь ничего не получится, абсолютно не ваша история. Погнали дальше. Давайте-ка смотреть, какая же женщина пришла к нам сегодня на расклад, да, которая страдает из-за вас. Что же вы такое сделали, что она страдает? Давайте будем разбираться. Да кто бы сомневался, ребятушки. Это любительница наших любимых пентаклей. Вот королева пентаклей, с которой у вас был брак, скорее всего, либо же серьезные отношения. Женщина, она всецело любит все, что связано с деньгами, да, вот у нас довольно часто она приходит в расклады. Посмотрите, даже по тузу пентаклей. Большая любительница денег, причем чем больше денег, тем лучше. Вы сейчас с ней, скорее всего, либо же не общаетесь, либо общаетесь очень редко. Это может быть какое-то неприятное общение, такое, знаете, вот натянутое, как говорят. Опять же, у всех бывают свои ситуации, да, кто-то еще какие-то юридические вопросы, может быть, не решил, кто-то из-за детей общается, то есть разные бывают моменты. Но я не могу сказать, что вы расстались прям друзьями. Да, любовь была, но здесь, знаете, здесь скорее с вашей стороны вот была любовь, а с ее стороны...
Ну вот я не уверена, что она вас прям любила. Она скорее позволяла себя любить. Я думаю, вы это знали. Больше всего в своей жизни запомните, она любит деньги и все, что связано с деньгами. А вы-то ее любили. Вы любили вот такой, какая она есть. Как говорится, безвозмездно, беззаветно, безответно вот любили, да. Женщина, которая, знаете, она в своей жизни вообще стремится туда, где выгода. Вот ее тянет, у нее просто нюх на выгоду. Она может дружить по выгоде, она может мужчин искать вот по жизни. Даже до вас могло такое быть, что она встречалась, ну, с такими, с обеспеченными мужчинами. Даже смотрите, здесь проигрывается еще такой момент, может быть такая ситуация, когда вот вы с ней начинали, допустим, встречаться еще, да, вот до женитьбы, только-только самое начало. Возможно, даже вы не были таким вот обеспеченным, как сейчас, да, вот вы не имели то, что у вас есть сейчас, да, ну такой вот молодой юный мальчишка. То смотрите, может быть еще такая ситуация, что вот она такая любительница денег, но она увидела у вас вот какой-то потенциал, да, вот хватку, вот знаете, как говорят, хватка должна быть, характер такой пробивной, да. Она почувствовала, что с вас будет толк, что вас можно будет раскрутить и, конечно же, рядом с вами стать такой вот обеспеченной женой. Такой момент вот тоже может у некоторых быть. Поэтому, смотрите, женщина, да, она сейчас реально страдает, десятка мечей. Она сейчас, знаете, она внутренне как будто убита, разбита. Давайте будем разбираться. Что же с девочкой случилось, да? Ну, девочка не девочка, конечно, уже давно, но тем не менее. Давайте коротко, как она поживает. Боже, а что ж так опозлилась на весь белый свет? Здесь столько злости. Знаете, вот человек, который постоянно ну, всем недоволен. Вот ходячая такая претензия, ходячий скандал. Она постоянно недовольна всеми, все не так, все неправильно делают. Вот права всегда только она. Я думаю, вы тоже это прекрасно знаете. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Смотрите, у нее даже может стоять вопрос, может быть, это даже с переездом с каким-то связан. У нее сейчас начался не очень такой приятный, не очень удачный период. Она даже задумывается про переезд. Мужчин такой вот любви я у нее не вижу. Иногда у нее жезлы проскакивают, но это такое, скорее склоняюсь к одноразовым. Далее, смотрите, если же у кого-то женщина живет с мужчиной сейчас, да, потому что, опять же, это общий расклад, помним. Даже если она живет, это ненадолго и это не по любви абсолютно. Это такое, знаете, временное сожительство. Ну, это реально сожительство, потому что, ну, женщина не любит никого, кроме себя и кроме денег. А вы ее любили такой, какая она есть. Другие ее такой любить не будут. С другими у нее будут, с другими мужчинами, я имею в виду, будут проблемы. Здесь может проигрываться ситуация, что, смотрите, опять же, да, вот такой момент разберем. Допустим, она с кем-то жила, да, может быть, даже вот она с кем-то жила, и сейчас вот они, ну, побили горшки, да, вот поссорились, и у нее может стоять вопрос переезда от этого мужчины. То есть она съедет с квартиры. Тоже это может быть. Либо же это переезд на другую, может быть, съемную квартиру, да, вот она снимала в одном месте, потом в другом будет снимать. Ну, то есть у нее дорога, у нее переезд однозначно какие-то будут, перемены в жизни. Она не хочет этого делать. У нее такой депрессничок, ей не очень хорошо сейчас в моральном смысле. Но, тем не менее, она особо это никому не показывает. Давайте-ка теперь посмотрим, а почему же она из-за вас страдает, да? Почему же из-за вас она страдает? В чем же ваша вина? Она вас обвиняет, что она осталась, ну, как бы, как в сказке, да, про золотую рыбку, она осталась у разбитого корыта. Она осталась без особых таких финансов. С вами вот она была в шоколаде.
Вот вы в меру своих возможностей, вы ее баловали, да, возили, покупали, все, что могли. Сейчас у нее такой возможности нет. Она обвиняет, что вы не захотели с ней быть, что вы ушли от нее, разошлись с ней, да, даже, может быть, не хотите особо общаться. Общаться не хотите даже потому, что, знаете, вам просто мерзко и противно. Вот после того, что она сделала в своей жизни, того, что она сделала вам, не хочется, мерзко, противно, знаете, вот как будто, ну, ведро дерьма вылили, извините, в душу. Вот такое может быть подобное состояние, ассоциация с этой женщиной. Поэтому общаться с ней, ну, это так, себя заставлять, если уж слишком сильно нужно, да, уж если сильно там припечет какой-то серьезный момент, тогда, может быть, вы будете общаться. Она страдает из-за вас, потому что в каком-то смысле она еще обвиняет, что это из-за вас она сейчас несчастна. Да, вот такой парадокс, вернее. Это женщина, которая, опять же, никогда не признает своей вины. Она считает, что даже то, что случилось между вами, это вы виноваты, вы ее довели, да, даже если это была измена, какое-то вранье. Она считает, что это вы такой-сякой, да, что вы ее довели, вы ей чего-то не додали. У каждого это будет, конечно же, своя претензия. Но здесь абсолютно не чувствуется ее вина. Вот она не чувствует, вернее, свою вину, понимаете? Она такая вся белая пушистая, а вот вы ее вынудили, да, можно подумать, что вы ее там пинками гнали, иди, дорогая, поизменяй там, да, но это смешно и противно просто. Женщина, которая, ну, она реально, вообще она по жизни как-то вот всех и вся обвиняет во всех своих грехах, во всех своих проблемах и неудачах. Во-первых, она хотела бы, чтобы вы, конечно же, приползли к ней просить, вернее, даже не прощения, потому что, ну, за что просить прощения? Прости, дорогая, что ты мне изменила или как? Ну, это же бред бредовый. Она хочет, чтобы вы вот именно приползли, да, вот именно вот это слово приползли, потому что это такое уничижительное слово, да, унижающее, потому что она же всегда наверху, а вы где-то там внизу, да, вот как рабы были где-то там низшее сословие, вот так она и вас воспринимала. Она бы хотела, да, если бы вы приползли к ней, если вы попытались бы с ней мириться, потому что она прекрасно ведь знает, что вы ее когда-то любили. Она прекрасно понимает, что вы страдали, да, вот ваш разрыв, развод, да, но это просто так и быстро не прошло, не ушло. У некоторых даже сейчас, спустя, может быть, много лет, да, вот какой-то осадок такой мерзкий, противный остался в душе. Она знает, что любили, поэтому она вот почему-то считает, что вы так, знаете, перебеситесь какой-то период, перезлитесь, пересидите, а потом вы все равно приползете. Вот именно приползете. Она будет как королева еще и решать, да, позволять как бы вам сходиться с вами или не сходиться. Ну, понятно, что это бравада, что это блеф такой, вот игра бы была бы, да, если бы вы приползли. Но этого не будет. Вы никогда к ней не приползете, потому что вы поставили очень такую большую и жирную точку в этих отношениях. Поэтому она сейчас именно вас обвиняет, понимаете как? Ну это смешно просто. Не себя, что она разрушила семью, она, может быть, разрушила отношения, да? Она не делает работы над ошибками, она все так же продолжает обвинять вас. Она все так же считает, что это вы виноваты, да, вот девочка загуляла из-за вас, девочка теперь страдает, денежек нет из-за вас, понимаете, ну это, ну противно, реально противно, ну человек, который вообще не имеет ни стыда, ни совести. Напишите, что вы думаете по этому поводу, вот даже мне как-то, честно говоря, не очень приятно от таких ее мыслей. И очень хочется, чтобы ее любили. Посмотрите, она хочет стать королевой кубков, а ее никто не любит. Вот мужчины как будто реально держатся в стороне от нее. Ну да, некоторые там периодически, конечно, поматросят и до свидос. А королевой кубков, я думаю, она еще долго не станет, потому что человек не умеет любить. А любить – это прежде всего отдавать для партнера, да? Почему говорят,
супер, когда есть взаимная любовь в паре, потому что люди, вот они вместе в унисон друг другу отдают и заботу, и внимание, и ласку, все взаимно, да, а она не умеет. Она такой человек, что она только позволяет себя любить. Вот она позволяет. Вы меня любите, вы меня кружите, да, а я буду принимать все ваши денежки, дары, все, что вы мне даете. Поэтому вот мужчины, знаете, как будто энергетически даже чувствуют, что она такая. Может быть, даже у нее выражение лица, ну, не очень приятное, отталкивающее, может быть, выражение лица. Поэтому, ну, нет у нее счастья. И, к сожалению, даже когда смешно, она во всем винит не себя, а вас. Поэтому, ребята, кто хочет вернуться, ну, к такой распрекрасной в кавычках даме, ну, подумайте 100 раз, да. Я понимаю, что это общие расклады. Я знаю, что некоторые из вас все-таки хотят вернуться. Я не буду, я все варианты не проговариваю. Но я знаю по вашим комментариям, да, что вот вы хотите некоторые вернуться. Ну, подумайте 100 раз, прежде чем к такой даме возвращаться. Ну, хорошо, вы вернетесь и будете все так же ее содержать, кружить, вкладываться, возить ее там по заграницам и так далее. А что будет взамен? Ну, что будет? Понимаете, человек ведь не меняется. Я уже не раз рассказывала, что для того, чтобы человек поменялся, тем более, ну, слишком сильно поменялся, но это из области фантастики. Это нужна супер безумная мотивация. Это должно что-то такое экстраординарное произойти, чтобы человек сам захотел меняться. Вот она не захочет. Она какой была, такой и останется. Она, вот такие вот женщины такого типажа, они могут временную маску одеть, да, про любовь, морковь рассказывать, но это будет временно, это будет чисто ради выгоды. Вот она может даже вот такого типажа женщины, я сейчас в общем вот рассказываю, чтобы просто вы понимали, да, к какой женщине вы стремитесь, допустим, вернуться. Она может какой-то период, да, вот поиграть такую любящую, заботливую женушку, да, вот это будет исключительно ее такое актерское мастерство. До первой ссоры, до первого спадания маски, так скажем. И вы тогда увидите, что она абсолютно не поменялась и ничего не поменялось. Зубки она все равно покажет, рано или поздно. Поэтому лучше, я думаю, все-таки, пусть как бы тяжело не было, да, больно, обидно, плохо, но все-таки стремиться уже в будущее, в новые горизонты, да, в новые отношения. А назад, ну, назад дороги нет. Разбитую чашку не склеишь. Склеить-то можно, но она уже не будет такая красивая. Трещина-то останется. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!